Всем привет, дорогие друзья! Всем подписчикам привет! Сегодня приготовим элементарное блюдо, называется пирог с колбасой. По просьбе подписчиков, которые попросили сделать блюдо очень легкое, чтобы побежал в магазин, купил колбаску, сыр, кетчуп, майонез и говорит что-то запечь в духовочке. Вот это мы сегодня и сделаем. Первое, к чему мы приступим, мы нарежем колбасу. Купил я такую палочку молочной колбасы, вареночки. В этом блюде, когда будем запекать пирог, колбаса у вас должна быть сырая, не варится и так далее, потому что вся колбаса приготовится в процессе приготовления. Мне кажется, варенки кушают все. Хорошо. Отлично. Колбаску нарезаем не сильно толстыми кусочками, а тоненькими, потому что у нас будет много слоев, поэтому колбаска должна у вас быть не сильно толстая. Значит, когда будете покупать колбасу, если у вашего продавца есть слайсер, лучше заказать на слайсере, чтобы вам ее тоненько настругали. Тогда вообще будет супер. Но слайсера у нас под рукой нет, у нас есть ножичек. Подготовили колбаску и подрежем укропчик. Берем только укроп. Укроп режем мелко. Отлично. Сделаем классический пирог с колбаской, который любят все. Детки, взрослые, все равно. Когда нет чего-то заморочливого под рукой, элементарно пойдет на милое дело. Пока убираем. Так, возьмем слоеное тесто. Для того, чтобы пирог у вас получился обалденно пропитанный, сочный, вкусный, все коржи вы выпекаете, кроме первого и последнего. Если вы все переложите сырыми коржами, у вас просто получится внутри глина. Так я работаю на солнце, на открытом воздухе. Я немножко присыпаю мукой, чтобы тесто не перелипало, потому что нагревается. Лишнего берем. Нижнюю часть выкладываем на противень. Так, размер у меня получился 30 на 27. Смотрим. 30 на 27. Отлично. И отправляем один коржик в духовочку. Отправляем в предварительно разогретую духовку до 200 градусов. Это буквально 5-6 минут. Верхний корж раскатаем чуть больше. Красавчик. Все, коржики подняли, сейчас будем перекладывать. Сейчас он немножко подсядет, будет просто воздушный, то, что нужно. Итак, приступим к сборке. Первое. На тесто наносим майонез.
Нижний слой возьму кетчуп барбекю. Можно было бы сразу перемешать и размазать. Тогда вы должны знать пропорции свои. Я на глаз определяю пропорцию майонеза, пропорцию кетчупа. Два, три, четыре. Берем моцареллу. И добавим сладкого сыра. Я возьму королевский Радомер. Следующее отправлю чуть зелени. И добавлю паприки. Сладкой красной. Следующий слой кетчуп для пиццы. Кетчуп сочно пропитает коржи. Колбаска придаст вкус, плотность. Сырок растает, потечет, будет просто супер. Если сырок где-то поджарится, только будет нам на руку. И паприка. Ложим третий слой. Майонез. 50% барбекю, 50% пицца. На 3 яруса как раз у меня пошла палка молочной колбасы. И оставшийся сыр тоже высыпаем. Как получается, пальчиками прилепливаем. Взяли желток одного яйца, хорошенечко взбили и кисточкой смазали. И в конце присыпем кунжутиком. Кунжута не жалеем. Итак, пирог для запекания готов с колбасой. Отправляем в духовку минут на 10, 15, 17 до готовности, чтобы внутри все пропарилось, запеклось, сыр закипел до 20 минут, в зависимости, какая у вас духовка. Думаю, 200 градусов, 15-20 минут. Может быть, даже раньше. Будем по ситуации смотреть, как будет все вытекать. А вдобавок к пирогу с оставшегося теста мы сделали вот такие вот рогалики. Мак замешали с сахаром, с водичкой и присыпали сахарком. Получилось просто супер. Сладкие рогалики к чайку подойдут, милое дело. Пропитанные, сочные. Хорошая выпечка. Не будем себе перебивать аппетит. Подождем, пока приготовится пирог. Вот что у нас получилось. Сейчас будем дегустировать. Пусть немножко отойдет после духовочки. Ух, плотный получился. С
Слюни потекли. Попробуем. Это не пицца. Это сочно пропитанные коржи. Колбаса, кетчуп, это ну, всех... Колбаса, кетчуп, все понимают этот вкус. Все заиграло вместе с тестом, с зеленью. Ну просто супер. Пирог получился отличный. Всем приятного аппетита. До новых встреч. С вами студия была, мое мнение. Пока. Обязательно в этом блюде надо пропекать средние коржи, потому что плотность большая, сочность. Он такой плотный. Если коржи будут сырые, он у вас не приготовится. Это не бутерброд с колбасой. Не знаю, это какой-то на детский праздник можно использовать. Может, мужское мероприятие или женское. В общем, под 100 грамм, под лимонад будет просто супер. И не пицца, и не бутерброды горячие. Что-то среднее между. Могу сказать, что очень вкусный пикантный пирог. Пока.